Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков, и я, как понимаю, многие из моих подписчиков ждут моей реакции на состоявшееся вчера, 5 декабря 2024 года, судебное заседание апелляционного суда Львовской области по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Вячеслава Зинченко на постанову суда Львовской области о продлении меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Фарион, еще на 60 суток. Действующая мера пресечения – это арест, и Вячеслав, как вы знаете, находится в СИЗО. Что по этому поводу нужно сказать? Во-первых, что само по себе судебное заседание носило, прямо скажем, формальный характер, поскольку новых веских аргументов касательно необоснованности подозрения, предъявленного Вячеславу в том, что он якобы мог совершить такое преступление, нет. Поэтому адвокат, присутствовавший в зале судебного заседания, уже после заседания так и сказал, что мы уже готовимся к рассмотрению дела по сути, которое начнется предположительно в январе 2025 года. Поэтому, как сказал адвокат, он в этом судебном заседании не хочет раскрывать все свои карты, но на некоторых обстоятельствах адвокат все же остановился. Само по себе заседание протекало так. В зале заседания находился прокурор, следователь, причем прокурор уже не Бабий, сопровождавший все предыдущие судебные слушания и поддерживающий следствие, а новый прокурор по фамилии Петлеваный. В зале судебных заседаний присутствовали прокурор, следователь, адвокат, коллегия судей, то есть 3 судьи, 1 председательствующая судья и 2 ее коллеги, Вячеслав Зинченко и по видеосвязи 2 адвокат. Что по сути? Апелляционная жалоба подана адвокатом, в которой он аргументирует свои требования о изменении меры пресечения тем, что Вячеслав имеет стойкие социальные связи, проживает постоянно в городе Днепр и ранее не судим. И на этом основании адвокат просит, чтобы мера пресечения была изменена на домашний арест с электронным средством слежения. Второй адвокат, который присутствовал физически в зале судебного заседания, озвучил несколько замечаний относительно доказательств по делу. Первое, что было озвучено, это то, что камеры, которые показывают, что Вячеслав Зинченко в определенный момент времени находился в определенных местах, они свидетельствуют о том, что сам Вячеслав, если верить камерам, несколько раз одновременно находился в 2 разных точках, расстояние между которыми примерно 40 минут пешком. Поэтому, как совершенно обоснованно заявляет адвокат, это либо явная подтасовка, либо что-либо еще. Следствие же настаивает на том, что причина этого – это сбой подачи электроэнергии в систему слежения. Но адвокат говорит, что никакая система слежения не может по этой причине показывать такие сбои, потому что каждый сервер, которым оборудована система слежения, имеет аккумулятор, который обеспечивает непрерывную работу системы даже при сбое подачи электроэнергии на протяжении 5 лет. Поэтому обосновать такие несоответствия сбоем электропитания нельзя. Причем следствие не предъявило никаких доказательств таких сбоев. Второе, о чем сказал адвокат, это о том, что видеокамера, которая была направлена на место преступления, была за несколько минут перед преступлением выключена, а через несколько минут после преступления включена. Это, по мнению адвоката, и я с этим согласен, говорит о том, что следствие не желает расследовать убийство так, как положено, то есть добросовестно. Добросовестное следствие просто обязано выяснить причины отключения и включения камеры до и после убийства и ответить, кто отключил камеру, по какой причине отключилась камера, кто потом ее включил и с какой целью. Можно, например, предположить, что этим занимался соучастник преступления. Кто был этим соучастником? То ли специалист по кабельной технике садовой, который проходит по делу как свидетель, то ли еще кто-то другой. Информации об этом нет. Факт то, что ни мы, ни следствие не видим момента преступления, не видим, кто стрелял, откуда стрелял. Вот такие вот обстоятельства. Это
как бы все, о чем сказал адвокат. Как уже после оглашения резолютивной части ухвалы он сказал, что решение суда было вполне ожидаемым, поэтому ничего шокирующего не произошло. А сам адвокат готовится вступить в бой во всеоружии уже на этапе рассмотрения дела по сути. Кроме этого, адвокат сказал, что обстоятельства, которые демонстрируются следствием в ходе расследования, свидетельствуют о том, что следствие не занимается расследованием преступления, не ищет реального убийцу, не хочет раскрыть преступление, а подбирает доказательства, чтобы доказать, что именно Зинченко якобы совершил это преступление. Это то, чем, по мнению адвоката, занимается следствие вместо поиска реального убийцы. С этим нельзя не согласиться. Еще адвокат говорил про экспертизы. Например, портретоведческая экспертиза, которую произвел лицензированный эксперт. Оказывается, эксперт измерил расстояние от кончика носа до основания носа Вячеслава Зинченко и человека в панамке и очках. Это эксперт делал по фотографиям, но на фотографии человека в панамке и очках основание носа, и это четко видно, закрыто очками. Поэтому эксперт никак не мог измерить это расстояние от основания до кончика носа по имеющейся фотографии. Кроме этого, эксперт сравнивал фотографии, полученные с разных ракурсов, и неизвестно с какого расстояния. И сказал, что да, все похоже, да, что и на фотографии человека в панамке и очках это Зинченко, и на фотографии из зала суда это Зинченко. На это прокурор говорит, что эксперт это специалист с лицензией, поэтому, по мнению прокурора, нет оснований сомневаться в том, что он произвел экспертизу так, как положено, и по утвержденным методикам. И еще несколько замечаний было по одерологической экспертизе, но не будем на ней фокусировать наше внимание. Там есть много всяких моментов, в том числе тот, что экспертиза, которая попала к адвокату, она не первичная, а дополнительная. А результатов основной экспертизы адвокат еще не видел. Поэтому тяжело сказать, что там и как было. А с учетом того, что забор материалов для этой экспертизы производился без понятых, делает эту экспертизу саму по себе незаконным следственным действием. На этом слушание завершилось. Суд вышел в совещательную комнату, но до этого суд оглашал перерыв, поскольку был момент, насколько я заметил, что судья заинтересовалась датой подачи апелляционной жалобы. Оказалось, что апелляционная жалоба была подана 18 ноября и поступила в суд 19. Тоже подтвердил и второй адвокат, то есть то, что он ознакомился с текстом полного решения 15 числа, сразу после того, как получил на электронную почту полный текст постановления суда первой инстанции, который он обжаловал. Второй адвокат получил решение раньше, 1, то есть 15 числа, на электронную почту. И, конечно, адвокаты могли обменяться информацией, а значит вопрос с датами в данной ситуации не критичен. Зинченко сообщил, что, насколько он помнит, он получил полный текст ухвалы только 20 числа. Особого значения эти даты не имеют. Если бы там были другие обстоятельства, то можно было бы сказать, что подача жалобы не была согласована с Зинченко. Но, в общем-то, жалобу можно подавать и без согласования с ним, поскольку у адвокатов есть действующая доверенность и право совершать процессуальные действия в интересах подзащитного. Адвокат является полноправным участником судебного производства и имеет процессуальные права. Поэтому ничего необычного в вопросе с датами нет. Но хорошо, что судья уделила этому моменту свое внимание, чтобы не было таких эксцессов, когда вдруг окажется, что подозреваемый не был ознакомлен с текстом апелляционной жалобы до подачи. Пока ничего в вопросе даты подачи, ничего противозаконного не произошло. И мы с вами ожидаем начала рассмотрения дела по сути и надеемся на то, что следствие прекратит преследование человека, который не имеет никакого отношения к убийству, и займется поисками настоящего убийцы
и настоящих заказчиков. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте, распространяйте это видео. До новых встреч!